Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что творится в мире, в России, куда катится мир и какие движения предполагаются и вечером, и в ближайшее время по ключевым активам, ну или те активы, которые представляют интерес для того, чтобы на них заработать деньги. Так, ну вот сегодня, конечно, интересная ситуация с ТКС ГДР. Ну, с акциями Тинькова, то есть идет феноменальный рост, исторический хай перебит. Вот. Я вчера рассматривал акции этой компании, я сказал, что по моему мнению они рискованы, хотя потенциал для роста есть. Здесь какой момент? Ну, как мне кажется, как мне видится, там просто какие-то крупные игроки фиксируют прибыль, возможно, сейчас кого-то, кто зашортил, выносят. Вот сколько это продлится, пока сказать достаточно сложно. Но я бы все-таки не играл бы в эту игру и воздержался бы от нее. Вот если часовой график рассматривать, здесь очень интересная картинка возникает. Но где-то приблизительно в этом диапазоне здесь пошел мощнейший вынос того, кто зашортил. Вот. Ну и дальше они просто уже по инерции пошли наверх. Здесь какой возможен вариант, если завтра или сегодня происходит снижение вниз и пробой уровня 4915, то весьма вероятно они начнут проседать и цель движения будет находиться вот здесь, в районе 4500. Но опять же, здесь возможен и обратный вариант, когда масса горячих голов, она вот здесь набрала шортовых позиций и их будут вытаскивать дальше. Вот. Но пока в большей степени, с моей точки зрения, более вероятен коррекционный откат, потому что не может расти все бесконечно. Так, ну и вот ВТБ сегодня показывает положительную динамику. ВТБ становится на текущий момент достаточно интересной акцией, и несмотря на то, что он провалился ниже 4,6, судя по всему, его сейчас будут ускоренными темпами реанимировать и вытаскивать на перебитие локального хая 5,5. Так, друзья, но здесь с ВТБ ситуация достаточно ясная. Ему, в принципе, если он закрепляется выше 4,6, то вот это нисходящее движение, оно завершается. И мы в самое ближайшее время увидим поэтапное движение, первая цель которой будет 5,4, и потом попытка потестить цель 6,7 копеек. Да, он может сейчас скорректироваться, откатиться, но вот здесь четко сформировалось изменение уровня. И в текущей ситуации, если не происходит сначала пробитие 4,65 и потом дальнейшее пробитие значения 4,4, то весьма вероятно либо от этого уровня, либо от этого уровня его будут выкупать и гнать наверх. Обозначились определенные границы, когда к нему проявляют интерес сейчас локально, и соответственно от этих границ его будут пытаться разогнать. Так, ну вот такая интересная достаточно статья по поводу дыры в 15 миллиардов в валютном балансе банков. Что здесь примечательно? Вот на текущий момент, на летний период, ну где-то, наверное, до середины августа, скорее всего, вот этот фактор, он никакого негатива для рубля не проявит. Вот когда начнется август, особенно середина и потом сентябрь, здесь вот это может обстоятельство сыграть злую шутку с курсом рубля. Так, друзья, возвращаясь к календарю событий, на сегодня вышли позитивные данные по нефти. Это немножко выпадает из закономерности, потому что, судя по данным API, которые вышли в ночь, здесь у нас должен быть провал, и значение должно было выйти хуже, чем ожидалось. Но здесь процесс он вероятностный, и на данный момент такой прям ровной картины и зависимости с высокой степенью корреляции не получилось. Сбои рано или поздно всегда происходят. Вообще весь рынок это же вопрос вероятности. Так, друзья, давайте посмотрим американскую повестку. Тут вовсю как бы шугают банкиров, говорят: американские сенаторы, вы нифига не хотите вкладываться в какие-то инвестпроекты долгосрочные, вы безобразничаете, вы срываете прибыли, кидаете людей и так далее и тому подобное.
Но смотрите, здесь на самом деле ситуация, она заключается в том, что классические банки, они де-факто умерли, и они будут продолжать выходить из игры. Этот процесс касается не только России, это вообще общий мировой тренд. Но если мы с вами посмотрим, что такое банк изначально, у банка две функции опорные. Первая функция — это собрать деньги у того, кому они пока не нужны, и выдать кредиты. Но это, собственно говоря, кредитно-пассивные, активно-пассивные операции по распределению денежной массы. И второй момент — это расчетная деятельность. Как бы сейчас деньги собирать и перераспределять не нужно, центробанки самостоятельно печатают деньги ровно столько, сколько их нужно. Поэтому эта функция банка оказалась не нужна. И расчетная функция. Но сейчас столько всевозможных расчетных систем и платежей, включая криптовалюты. И поэтому как бы текущее положение банков, оно вот как накануне того этапа эволюции, когда у обезьяны отвалился хвост, она стала ходить прямо и превратилась в человека. Так, ну вот американские сенаторы активно ругают американских банкиров, называют их всякими нехорошими словами. Но вот тоже такая интересная статья о том, что до, там, по-моему, я насколько понял, до конца 2022 года сохранятся нулевые ставки. Здесь, я думаю, это чрезмерно оптимистично, потому что та политика, то давление на ФРС, которое оказывает американское правительство и Байден, особенно на тех директоров управляющих, которые попытались заикнуться о том, что надо сокращать покупку активов, облигаций. Ну, здесь это создаст критическую ситуацию. Я думаю, эта критическая ситуация может возникнуть уже осенью. И я думаю, до того момента, до начала 2022 года и тем более до его конца, нулевые ставки они не доживут. Так, ну вот еще интересное интервью с Айконом. Карл Айкон, известный инвестор, известный спекулянт, который еще в 2019 году, или, по-моему, даже раньше, сделал крупную ставку на то, что американские крупные торговые офисные центры, они не смогут обслуживать ипотечные долги и улетят в трам-тарары. Вот. Во многом он эту ситуацию, я думаю, предвидел в связи с развитием электронных средств коммуникации, то есть что все уходит в онлайн. Ковид это только обострил. И я думаю, весьма вероятно, что ему в конечном счете удастся на этой ставке. Ну и вот он ожидает, что все эти центры торговые, офисные осыпятся и позволят ему заработать тем самым кучу денег. Но на что сетует сей известный инвестор? Он сетует на то, что американские предприятия работают нередко, неэффективно. Проблема в руководстве, которая даже будучи там акционером компании, порой сменить очень сложно и заставить работать. Тем не менее, активные действия они предпринимают для переориентации нефтяных компаний, чтобы они ну, либо частично, либо в более среднесрочной перспективе разрабатывали и реализовывали планы от ухода по добыче ископаемого топлива. Но это вообще что-то прямо-таки парадоксально как-то звучит. Ну и он говорит такую вещь, которая, я не знаю, может быть, на это не все достаточно обратили внимание. То есть часто очень вопрос реализуется под другим углом, не на самом деле так, как есть. То есть вот он говорит вполне справедливую вещь, что за зеленые технологии, за их развитие проголосовал американский избиратель, потому что он выбрал команду Байдена, демократов, которые делают на эту ставку. То есть, соответственно, тренд движения в части зеленых технологий задали сами люди, американский народ, так называемый, глубинный. Но вот что примечательно по поводу президента Байдена, он говорит, что президент Байден в полном объеме сдержал свое обещание стимулировать экономику, но что он должен быть очень осторожен, потому что текущая ситуация, она приводит к инфляционному давлению и возможному внезапному росту ставок для того, чтобы купировать инфляцию, которая вышла из-под контроля. Так, ну вот президент Байден решил устранить неравенство в жилищном вопросе, реализовать ряд программ, которые позволят успешно решить жилищный вопрос, особенно это касается афроамериканцев и американцев мексиканского происхождения.
Цель, конечно, благая, и каждый человек, дай бог, должен иметь и жилье, и достаток, и так далее, и тому подобное. Тут я говорю без всякой иронии. Но если посмотреть вообще зарождение так называемого Black Lives Matter, которым сейчас гремит вся Америка, оно зародилось в Миннесоте, именно там, где с 70-х годов активно практиковали различные социальные программы по предоставлению жилья, различных пособий и так далее и тому подобное. То есть здесь очень тонкая грань, которую сложно выдержать. С одной стороны, все люди должны жить хорошо и получать достойный доход. С другой стороны, когда такая ситуация возникает, она лишает общества и экономику конкурентного преимущества и борьбы. А во многом именно вот то развитие человечества, которое происходило, оно шло либо на гребне вот этой жестокой такой вот борьбы межвидовой, либо как-то близко к этому гребню. И за счет этого, собственно говоря, и появлялись все достижения и все реализации человечества. Здесь просто есть определенное сочетание, когда идет максимум нагрузки, движения вперед, и потом идет некое расслабление. Главное, чтобы это расслабление оно не приводило к обрушению неконтролируемому. Так, друзья, ну вот еще такая очень интересная статья, я просто не могу удержаться, она у меня, с одной стороны вызвала интерес, с другой стороны она у меня все-таки вызвала смех, потому что, порой те люди, которые пишут статьи, они, либо как-то, я не знаю, они либо как-то дословно переводят то, что написано с английского, либо используют, я не знаю, там какие-то переводчики непонятные, некачественные, либо они просто не владеют вопросом. Вот сейчас идет активный поиск в российских так называемых властных структурах новой нефти. Одним из таких вариантов, помимо так называемого серого водорода, который из газа будут получать, это поглощение углекислого газа. То есть по оценке Высшей школы экономики, я не смотрел пока эту методику, не изучал, не разбирался, Россия может зарабатывать 50 миллиардов долларов в год на том, что она будет просто улавливать СО2 из воздуха активно, и за счет этого она может зарабатывать дополнительные деньги. Правда, здесь возникает вопрос в другом. Как это все будет стандартизировано и кто это будет отслеживать? Потому что не важно, как кто играет, важно, как кто считает голы. Вот. И вот фраза, которая она у меня вызвала, скажем так, радость. Один из способов генерации единиц сокращения выбросов — развитие карбонового земледелия. Здесь автор приводит, что карбон фарминг, на самом деле калька на русский язык, она, с моей точки зрения, совершенно неправильная, потому что речь идет о развитии земледелия, которое связано с поглощением углекислого газа. То есть это активизация зеленых насаждений, лесов, но никак не карбон фарминг, потому что карбоновое земледелие — это что получается? Внесение в землю карбона, то есть углерода, угля, графита, алмаза, еще, фуллеренов и так далее. Но суть вопроса, при напряжении мозга можно понять, но если такие вещи пишутся, то это просто говорит о том, что человек, который это писал, он не очень владеет вопросом сильно, мягко говоря. Но тут же, что примечательно, сразу нефтяные компании подключаются в эту тему, что продажа квот СО2, то есть, что страна на такое-то количество СО2 превращает назад в так называемый связанный углерод и в кислород. То есть то, что по сути является процессом фотосинтеза, то, что лежит в основу вообще существования всего живого на Земле, когда под воздействием солнечной радиации зеленые хлорофиллы растений, они поглощают углекислый газ из воздуха, получаются сахара и получается кислород, который поступает в атмосферу. И таким образом мы все живем уже не 1000 лет. Но на самом деле, с другой стороны, подобные заявления от главы нефтяной компании, они хоть и звучат адвантажно, но с другой стороны, в силу того, что сейчас озвучил позицию Карла Айкона, о том, что он пытается нефтяные компании, в которых участвует, переоснастить на переход на зеленые технологии, или по крайней мере минимизировать те штрафные санкции, которые на них возможно будут накладывать из-за добычу
сжигаемых источников энергии. То есть это вполне как бы здравая и в тренде позиция со стороны Лукойла. Итак, друзья, у нас новая интересная тема появилась. Карбоновое земледелие, заработка России на переработке углекислого газа, так называемые углеродные, там, карбоновые и так далее, квоты. Вот, на текущий момент по расчетам различных международных структур у России почему-то отрицательный СО2 баланс, то есть Россия больше выделяет СО2, чем российские леса его поглощают. Но тут надо смотреть методику, мне кажется, здесь что-то, наверное, не совсем правильно с методикой, либо мы чего-то не знаем. Но вырисовывается четкая тема, которая в ближайшее время получит развитие. И вырисуется нефтяная компания, которая, судя по всему, она первой в этом будет предпринимать усилия. Так, друзья, ну вот еще интересная идея, которая касается Mail.ru. Падало оно практически отвесно, и на текущий момент оно развернулось и пошло наверх. Цель движения в этом отскоке находится на 1720. Соответственно, эта идея не срабатывает, если идет откат и пробитие 1540. Но сейчас достаточно высокая вероятность того, что это движение, оно наверх произойдет. Так, друзья, далее еще одна история, это Русал. Но Русал консолидируется на достигнутых высотах, на хаях, на исторических. И здесь пока не происходит коррекционного отката с пробитием 52.38. Его будут выкупать, и сейчас в ближайшее время его вполне возможно потянут на отработку вот этого повторного исторического хая. Так, друзья, ну вот еще сегодня Россети, смотрите, здесь было пробитие сильного уровня, который в районе 1,4 находится по дневному таймфрейму. Вот. Но сейчас вылезли, то есть это получается ложный пробой в том случае, если сегодня, завтра будет закрепление выше уровня 1,40-1,41. И если этот сценарий сейчас реализуется, то отсюда возникнет движение, цель этого движения первое будет в районе 1,52. Вот. Но если все-таки не удерживается, идет, пробивает 1,38, тогда действительно он будет сыпаться, и здесь уже цель движения будет в районе 1,27. Так, друзья, далее давайте рассмотрим нефть, что у нас происходит с нефтью. С нефтью ситуация достаточно интересная, потому что она, вот как вы видите, зажата в этом боковике консолидационном 69, 67, 85. На текущий момент она пытается откатиться и сходить вот сюда, вот на 67, 85. Здесь, я думаю, за ней сейчас на текущий момент понаблюдать и посмотреть, как реализуется вот это движение. Если оно пойдет сюда, здесь, вероятно, будет отскок и движение вверх. Если оно придет сюда, здесь надо будет посмотреть и понять, что происходит с объемом торгов. Если объемы будут снижаться, то весьма вероятно движение вот это в боковике, оно будет продолжаться еще какое-то время. Ну, боковик это тоже есть свои плюсы, стабильность. Ну и сейчас на вечер по нефти ситуация неопределенная. Нужно посмотреть, как отторгуется этот час. Сейчас 19:56 по Москве. И возможно как бы закрытие этого часа, следующий час покажут ясность, куда все-таки сегодня пойдет нефть. Все-таки исходя из того, что здесь был отбой, я думаю, было бы логично, более вероятно сходить потестить вот этот максимум локальный 69.17. Так, друзья, сегодня мне попадалась статья на инвестинге, что кто-то там сомневается, что золото пойдет на 2000 в ближайшее время. Я не сомневаюсь, вероятность такого достаточно высока, но здесь, я думаю, по золоту, как и по большинству других активов, лучше регулярно ситуацию мониторить и входить, выходить, ну либо просто, если держите, анализировать динамику движения, когда там зафиксироваться вовремя. На текущий момент, видите, здесь 1900 благополучно устоял, был ложный пробой и вылетели из него. Соответственно, если сегодня не будет повторения движения вниз пробоем 1896-1897, то у нас отсюда первая цель движения это 1908,5 и потом тестирование на пробой 1913,3. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, но здесь мы в боковике.
хорошо болтаемся в боковике. Так, друзья, ну и что касается сегодняшнего вечера, вот прямо сейчас, вот если у нас в ближайший час-два не происходит пробоя вот этого диапазона 73,5-73,43, то у нас на сегодня цель движения будет пробитие вот этого уровня и закрепление в этом диапазоне. Если мы сейчас в ближайшее время вот этот диапазончик прошиваем, то у нас отсюда развивается укрепление рубля с целью движения на 73.35, вот сюда вот. Так, друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Успешных торгов, всего наилучшего, удачи!